Всем привет! Представь себе город, где солнце почти не видно из-за плотного смога, где люди выходят на улицу в масках не из-за вирусов, а потому что каждый вдох может сократить жизнь, где реки превратились в ядовитые каналы, а воздух настолько грязный, что оставляет привкус металла во рту. Сегодня мы отправимся в самые загрязненные города планеты. Это места, где промышленность, перенаселение и человеческая жадность создали настоящий экологический кошмар. Некоторые из этих городов когда-то были символами прогресса, но теперь они стали предупреждением для всего человечества. От городов, окутанных токсичным дымом, до мест, где земля и вода буквально пропитаны ядом. Сегодня вы увидите 10 самых загрязненных городов мира, и чем ближе к концу, тем хуже становится ситуация. Мехико – один из самых больших мегаполисов планеты. Здесь живет более 20 миллионов человек. Но вместе с масштабом пришла и огромная экологическая проблема. Город расположен в котловине, окруженный горами. Из-за этого загрязненный воздух буквально застревает над улицами. Выхлопные газы, дым заводов и пыль образуют плотный смог, который может висеть над городом целыми днями. В 90-х годах ситуация была настолько ужасной, что птицы буквально падали с неба. А жители массово жаловались на болезни легких и глаз. Власти даже вводили ограничения на использование автомобилей по определенным дням недели. Сегодня ситуация немного улучшилась, но проблема все еще остается огромной. Особенно в бедных районах, где мусор и отходы могут лежать прямо рядом с жилыми домами. Местные жители давно привыкли к серому небу. Для многих детей здесь увидеть чистый голубой горизонт уже редкость. И хотя Мехико постепенно внедряет экологические программы, огромный поток машин и перенаселение продолжает превращать воздух города в опасную смесь токсинов. Джакарта – это город, который буквально тонет в мусоре и загрязнении. В столице Индонезии проживает более 10 миллионов человек, а вместе с пригородами почти 30 миллионов. Огромное количество отходов ежедневно оказывается в реках и каналах. Самая известная река города Чилевунг давно стала символом экологической катастрофы. Вместо чистой воды здесь можно увидеть пластик, химические отходы и даже бытовой мусор, которые образуют целые острова. Но проблема не только в воде. Воздух Джакарты считается одним из самых грязных в Юго-Восточной Азии. Тысячи мотоциклов, старые автомобили и угольные электростанции создают постоянный токсичный смог. Иногда уровень загрязнения настолько высок, что школы закрывают, а людям советуют не выходить из дома без масок. При этом город еще постепенно уходит под воду. Из-за чрезмерной откачки подземных вод некоторые районы Джакарты опускаются на десятки сантиметров в год. Власти даже решили перенести столицу страны в другое место, потому что спасти Джакарту становится все сложнее. Каир – древний город с тысячелетней историей, но сегодня его все чаще называют одним из самых грязных мегаполисов мира. Главная проблема Каира – это так называемое черное облако. Каждый год над городом появляется плотный слой дыма и смога, который накрывает улицы словно одеяло. Причин несколько – автомобильные выхлопы, сжигание мусора и выбросы предприятий. Добавьте сюда жаркий климат и почти полное отсутствие дождей, и загрязнение начинает накапливаться месяцами. Многие районы города буквально завалены мусором. Особенно это заметно на окраинах, где отходы могут лежать прямо вдоль дорог. Интересно, что часть мусора здесь собирает целые общины людей, которых называют забалин. Они вручную сортируют отходы, перерабатывают огромные объемы мусора без современных технологий. Но даже их усилий недостаточно. Население города растет слишком быстро, а инфраструктура не справляется с нагрузкой. По данным экологов, воздух Каира ежегодно становится причиной тысяч преждевременных смертей. И несмотря на все попытки модернизации, город продолжает задыхаться в дыму и пыли. Если выйти на улицу в Дели ранним утром, можно подумать, что город окутал густой туман. Но это не туман, это смог. Столица Индии регулярно занимает первые места в рейтингах самых загрязненных городов мира. Иногда качество воздуха здесь превышает безопасные нормы в десятки раз. Причины катастрофы – автомобили, заводы, строительная пыль и массовое сжигание сельскохозяйственных полей вокруг города. Осенью ситуация становится особенно страшной. Смог настолько плотный, что здания исчезают в серой дымке, а люди ощущают жжение в глазах уже через несколько минут на улице. Многие жители вынуждены носить маски постоянно. У детей все чаще диагностируют астму и хронические заболевания легких. В некоторые дни уровень загрязнения воздуха в Дели сравнивают с выкуриванием нескольких пачек сигарет в сутки. Школы периодически закрываются, авиарейсы отменяются, а власти пытаются ограничить движение транспорта. Даже это помогает ненадолго. Миллионы людей продолжают жить в условиях, где сам воздух стал угрозой для жизни. Лахор – культурная столица Пакистана, но за красивыми историческими зданиями скрывается серьезная экологическая катастрофа. Смог здесь настолько плотный, что солнце иногда выглядит как тусклое красное пятно в небе. Основная проблема – промышленность, старые автомобили и сжигание топлива низкого качества.
В холодное время года загрязнение достигает критического уровня. Власти даже вводили режим чрезвычайной ситуации из-за качества воздуха. Школы закрывались, а жителям рекомендовали оставаться дома. Лахор регулярно попадает в топы самых загрязненных городов планеты по уровню мелких частиц PM2,5. Именно они считаются наиболее опасными для человека. Эти частицы настолько малы, что проникают глубоко в легкие и даже в кровь. Некоторые жители рассказывают, что после прогулки по улице у них появляется кашель и ощущение удушья. И хотя правительство обещает бороться с загрязнениями, население города продолжает дышать воздухом, который Всемирная организация здравоохранения считает крайне опасным. Многие удивляются, увидев Улан-Батор в этом списке. Но зимой столица Монголии превращается в один из самых загрязненных городов на Земле. Температура здесь может опускаться ниже минус 40 градусов. Чтобы согреться, жители массово используют угольные печи. Тысячи домов ежедневно выбрасывают в воздух огромные объемы дыма. Из-за холодного воздуха смог буквально зависает над городом. Иногда уровень загрязнения превышает норму в десятки раз. Зимой улицы Улан-Батора покрывает густая серая дымка. Люди практически не видят солнца неделями. Особенно страдают дети. Болезни дыхательных путей здесь стали одной из самых серьезных проблем. Многие семьи живут в юрточных районах, без центрального отопления. Поэтому отказаться от угля просто невозможно. В последние годы власти пытаются заменить уголь более экологичными источниками энергии, но проблема остается колоссальной. Улан-Батор – пример того, как суровый климат и бедность могут превратить даже небольшой город в экологический кошмар. Когда-то Линьфэнь называли самым грязным городом Китая, и даже сегодня его репутация остается пугающей. Город расположен в угольном регионе. Здесь работают десятки шахт и заводов, которые годами выбрасывали в воздух огромное количество токсинов. Местные жители рассказывали, что белую одежду было невозможно носить больше одного дня, она быстро покрывалась черной пылью. Дым от угольных предприятий настолько загрязнял воздух, что люди буквально просыпались с черным налетом в носу. Реки вокруг города также оказались сильно заражены промышленными отходами. В определенный момент ситуация стала настолько критичной, что власти Китая были вынуждены начать масштабную экологическую реформу. Часть предприятий закрыли, а контроль за выбросами усилили. Но последствия десятилетий загрязнения ощущаются до сих пор. Для многих жителей Линьфэня болезни легких стали обычным явлением. Этот город стал символом того, к чему может привести бесконтрольная индустриализация. Норильск считается одним из самых загрязненных городов планеты из-за тяжелой металлургии. Город построен за полярным кругом и практически изолирован от остального мира. Но настоящая проблема – гигантские заводы по производству никеля и других металлов. Каждый год в атмосферу выбрасываются миллионы тонн токсичных веществ, включая диоксид серы. Из-за этого вокруг города практически нет нормальной растительности. Земля выглядит мертвой, а деревья в некоторых районах просто не выживают. Снег здесь может становиться серым или черным из-за промышленной пыли. Многие жители страдают заболеванием дыхательной системы, а продолжительность жизни в некоторых районах ниже средней. Экологи неоднократно называли Норильск зоной экологического бедствия. Несмотря на попытки модернизации предприятий, город остается одним из самых токсичных мест для жизни. И самое жуткое для десятков тысяч людей – это обычная повседневность. Чернобыль – это не просто загрязненный город, это место крупнейшей ядерной катастрофы в истории человечества. В 1986 году взрыв на Чернобыльской АЭС выбросил в атмосферу огромное количество радиоактивных веществ. После аварии тысячи людей были срочно эвакуированы, город Припять превратился в мертвую зону. Даже спустя десятилетия радиация здесь все еще остается опасной во многих районах. Леса, почва, здания – все оказалось заражено. Некоторые территории вокруг станции будут опасны для жизни еще сотни, а возможно тысячи лет. Самое жуткое в Чернобыле – это тишина. Пустые дома, заброшенные школы и ржавые аттракционы создают ощущение настоящего постапокалипсиса. Хотя сегодня сюда приезжают туристы, большая часть зоны остается непригодной для нормальной жизни. Чернобыль стал символом того, насколько страшными могут быть последствия человеческой ошибки. Дзержинск официально называли одним из самых загрязненных городов мира. Во времена СССР здесь находился крупнейший центр химической промышленности. Столетиями заводы производили токсичные вещества, включая химическое оружие. Проблема в том, что отходы часто просто сливали в землю и водоемы без какой-либо защиты. По оценкам экологов, в окружающей среде накопились сотни тысяч тонн опасных химикатов. Вода и почва оказались настолько заражены, что некоторые участки стали смертельно опасными. В определенный период средняя продолжительность жизни здесь была пугающе низкой. Местные жители сталкивались с ростом онкологических заболеваний, болезней легких и серьезных проблем со здоровьем. Некоторые районы города до сих пор считаются экологически небезопасными. Дзержинск – это пример того, как промышленность без контроля может буквально отравить целый город.
Именно поэтому многие называют его самым грязным городом в истории человечества. Эти города – напоминание о том, насколько хрупкой может быть наша планета. Загрязнения не проявляются за один день. Это результат десятилетий ошибок, жадности и безразличия. Но самое страшное – миллионы людей продолжают жить в этих условиях прямо сейчас. Каждый вдох, каждая капля воды и каждый день в таких местах становится настоящим испытанием. И пока одни города пытаются спастись от экологической катастрофы, другие только начинают двигаться по тому же опасному пути. Какой из этих городов удивил вас больше всего? И смогли бы вы прожить там хотя бы неделю? Если видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях, какую тему вы хотите увидеть в следующей. Самое интересное еще впереди. До встречи в следующем ролике.